Здравствуйте, мои дорогие. Что он резко осознал о вас, что он тут вот осознал о вас, что он понял, что вы очень далеко и представляете огромезную для него ценность. Это действительно как дамоклов меч теперь над ним висит. Явно ему не хватает вас как солнце людям не хватает, да, когда оно долго не выходит из-за туч, то всегда хочется, чтобы оно наконец-то пригрело. И его сковывает сейчас вот прям какое-то зверское такое желание что-то убрать из своей жизни, будто бы как сам дьявол с ним сейчас разговаривает, сам дьявол его мучает. Что он мгновенно осознал о вас. А то, что вы представляете не просто большущую ценность, то, что вы та женщина, с которой хочется строить жизнь, с которой хочется строить вот эту десяточку пентаклей, наживать богатство, жить вместе, создавать этот уют, комфорт, чтобы он приносил домой деньги. Посмотрите, вот мужчина, да, с таким большущим сундуком приходит, добычей, и создает с вами вот эту красоту жизненную. Кому-то нравятся эти карты, кому-то не очень, но я говорю, они очень милые. Вот то, что тут скелетики, возможно, вы смотрели мультик «Коко». Помните? Пиксаровский. Я вообще обожаю пиксаровские мультики. И этот мультик просто так зашел мне, я готова его была смотреть, готова смотреть вечно. Вот хоть каждый день. Этот юмор там, это шикарное это движение. И вот скелетная эта тема, она шикарная просто. Кажется, просто скелет, но сколько эмоций, сколько жизни в одном скелетике. Прикольно. Что он мгновенно осознал, что действительно сильно желает вас и сильно любит вас. Он очень хочет быть с вами, хочет с вами строить вот эту жизнь, идти по дороге судьбы, никуда не сворачивая, ни к какому прошлому, ни на кого больше не оглядываясь. Вы его сердце, вы его душа, вы его сила, и он это знает, никуда от вас не денется этот человек. Что он осознал мгновенно? Это то, что вас очень любит, и то, что любовь это резко прекратилась, то есть только началось, он будто бы почувствовал, да, вот этот кайф, наслаждение, что вот она, женщина такая шикарная рядышком с ним, потом резко все оборвалось. Куда-то делось, и он остался вот не в удел, со своим кубком, сёрбает там, стоит, одинокий, с какой-то жизнью такой, да, мрачной, где только вы, как огонек, вот воспоминания о вас дают о себе знать, и он вас вспоминает как, ну, такую, знаете, женщину, роскошь. Что он мгновенно осознал о вас? Осознал, что вы та, которая даете его жизни, дали бы, например, да, стабильность, покой, умиротворение, давайте так. Покоя точно нет, потому что с такой женщиной вот здесь, как Луна, это навряд ли спокойно, это постоянно какие-то колебания, но умиротворение душевное, оно есть, оно присутствует. Всегда какой-то новый путь, всегда есть элемент завоевания вас. Что он мгновенно осознал о вас? Он осознал, что вы та единственная, которой хочется двигаться, та женщина, о которой мечтает этот человек постоянно. Ну, в общем, тут признание самого влюбленного короля. Что он мгновенно осознал о вас? Что он был с вами очень жесток, что не воспринимал вас, вашу интуицию, как ту, которая помогала бы ему идти. Вы предвидели какие-то события, может быть, даже, которые могли бы спасти его. Но он не последовал вашему зову, да, вашему, возможно, даже как чувству, да, интуиции. Вы, наверное, могли даже ему сказать, но он сказал: нет, это не действует. Посмотрите, здесь сидит верховная жрица, которая что-то говорит, вот, говорит, опасность. А он такой с мечом стоит и говорит: ну, о чем ты, женщина? Вот это вот, знаете, что он мгновенно осознал? Осознал, что вы правы. Сидит и ревет. Теперь осознал, что он среди каких-то людей, которые, ну, не те, все не то, а вы прекрасны. Вот как классно, да, когда проходит время, и кто-то там осознает, что лучше вас-то никого и не было. Что вы очень духовная личность, что вы женщина, ну, просто божественно. Осознал, что ранил вас очень сильно. И вот это ранение, между прочим, очень сильно отозвалось в его душе, в его сердце, что вы уже давно вышли из состояния раненой птички, а ему там еще плохо.
Он осознал, что вы давно уже победили эту ситуацию, что вы пошли в новую жизнь, в новый путь, а ему там еще вот очень грустно, нестабильно, тревожно. Осознал, что вы довольно-таки быстро определяетесь по жизни, набралась опыта и пошла творить чудеса в своей жизни. Вы очень веселая, радостная, вы даете этот праздник его жизни. Он так осознал. Интересно, а на кого вы смотрите? Вот вы смотрите на своего мужа, кто-то смотрит, напишите. Кто-то смотрит на любовника, да, у которого жена. Кто-то смотрит на мужа, у который почему-то вдруг решил, что надо посмотреть, что там на стороне. Понимаете, я ведь вижу вас, девочки мои дорогие, и смотрю вам в душу, и это прекрасная душа. И очень хочется, чтобы в вашей жизни был такой человек, который не просто вот это все чувствовал, но ценил вас, ценил каждую минуту, проведенную с вами, ценил это время и действительно делал, потому что любовь, по сути, это то, что человек делает. Это все-таки дееслово, да, то есть слово действия. Что осознал, что эту жизнь не так просто строить, и отношения тоже не просто строить, что с вами особенно нужно было вас поливать как цветочек. И вот тогда вы бы могли и дать ему жизни, и продвигать. Вот как говорится, дать 10% женщине своего дохода, и тогда ваш доход возрастет в разы. Сколько бы вы ему это не шептали в ушко, видимо, он этого не слышал. Или давал, но мало чего-то там, да, своего внимания, может быть. Ведь все строится на том, что люди создают эти отношения, а не просто так, 50-50. Что он осознал, что вы действительно правы, что он как-то усложнил себе путь, когда смотрел, ну вот как будто бы не в ту сторону. Возможно, вы напрямую ему это говорили, и совершенно ему казалось немудрым такое обращение к нему, прямолинейное, что вот те люди, которые стоят за его спиной, они более мудрые. Он резко осознал, что вся правда именно на вашей стороне, что все люди, которые были против вас, они сейчас оказались неправы. Вот так. Что он осознал резко? Он резко осознал, что вы любимая женщина, отлично, что вы меняете жизнь его, что вы действительно можете его, вот именно все понимание, да, вот все мысли его направить были в нужное русло, вот так вот. Вот теперь вот такие вот мысли у человека. Резко изменилось его видение вас, видите? Вы знаете, он даже пробовал как-то это выразить в мыслях, но у него не получалось. У него постоянно как будто бы в горле застревало слово благодарности вам, извинения. Вот это не его, абсолютно. Что он резко осознал? Что вы классная пара были бы. Но он это, знаете как? Он понял, что он мало вам говорил красивых слов. Даже так. Мало вас радовал. Он понял, что вы умеете очень сильно отзеркаливать. То есть, по сути, когда он смотрел вам в лицо, вам в глаза, он видел себя вот как ответ какой-то, да, в вашем взгляде. Что он осознал немедленно, буквально за эти дни. Если бы он хорошо к вам относился, думает он, вы бы вместе добились очень многого. То есть вы бы могли помочь ему буквально вот этот мир, да, оседлать. Что это значит? То есть достичь очень больших высот. Ну вот сейчас время работает абсолютно не на него. Абсолютно. Что вы вместе вот созданы друг для друга, что вы ключик его. Что он немедленно осознал? Что действительно вот по поводу того, что время работает не на него, но ему нужно как-то двигаться все-таки. Пути все закрыты, он пытается найти выход. Что он думает, что он немедленно осознал? Ну, что он мальчик по отношению к вам, что он незрело смотрел на мир, что вы более такая серьезная оказались и знаете, как строить эту жизнь. Какая прелесть. Что он осознал вот прям мгновенно, резкое какое-то осознание. Пришло в голову мысль, что любовь, страсть, она быстротечна. Но самое интересное, что когда люди расходятся, они начинают скучать за другом, и, возможно, у него как-то так повернет судьба, что вы, может, встретитесь с ним.
что он резко осознал о вас, что пора бы все-таки как-то проявиться. Но пока у него сейчас такой период наблюдения, период сбора сил, период какого-то восстановления. Но по чувствам я вижу, что у него там какие-то страдания, плач, потери. Сейчас он в таких энергиях, когда завис, да, и пока нет соединения, то есть голова отдельно от тела, пока нет вот движения, потому что надо прийти в себя, как соединиться голова с телом. Ну вот пока такое вот у него. Но по сути я вижу, что он видит вас, женщиной, которая создана для жизни, для счастья. А вы, наверное, уже и заблокировали как-то его путь к вам. Его путь к вам. Давайте ему совет дадим. Просто я вижу, что ему очень тяжело. Вот он понимает, что его путь к вам тяжел, невероятно сложен, да. Давайте посмотрим вот его совет, ему совет от высших сил. Вот так вот, ему совет от высших сил, чтобы он услышал этот совет, его душа. Ему совет относительно вас. Пара, видите, идет пара. Тебе нужно сделать, парень, все, говорят ему высшие силы, чтобы ты в нужное время создал такие условия, выдержал все, создал такие условия, чтобы вы были парой. А эта женщина твоя судьба. Но достоин ли ты ее? Это уже ей судить. Но он говорит, я достоин, пока нечего дать. Я разрушу все преграды, разрушу всю нищету, вот эту, которая царит между вами, ну, пропасть, да, я имею в виду, и приду к вам, и приду к тебе. Ну что ж, да дай Боже, чтобы такой мужчина появился в вашей жизни и действительно сделал все для того, чтобы... Но если вам этот мужчина уже не нужен, и вы уже перечеркнули это, пожалуйста, пускай придет самый лучший, самый классный герой вашего романа. Если вы, мужчина, меня слушаете, вы могли услышать о своей женщине многое что-то и понять, возможно, ее ближе, глубже. Я очень рада была бы этому, потому что вы на моем канале очень замечательны. Спасибо вам, мои дорогие, за все, за вашу поддержку, за вашу финансовую поддержку. Пускай вам в разы Вселенная больше дает. Пока-пока.